Столкновение Delta Mariner с мостом. Судно Rocket Ship, ранее известное как Delta Mariner, является грузовым судном, эксплуатируемым Keystone Shipping Company для United Launch Alliance. Его основная роль заключается в транспортировке компонентов для ракет от производителя, расположенного в Декейтере, штате Алабама, к пусковым установкам на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде и на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии. Судно предназначено для мелководных внутренних водных путей, а также для открытого океана и способно нести до 360-футовых общих ускорительных ядер Дельта-4. 7 августа 2001 года Delta Mariner села на мель на песчаной отмели в реке Теннесси во время первой попытки стыковки в Декейтере. Это было первое прибытие Delta Mariner в док с момента спуска на воду. Судно было освобождено буксиром примерно через час после инцидента. 26 января 2012 года, около 20 часов 10 минут, Delta Mariner врезался в паромный мост Эгнера, который пересекает озеро Кентукки недалеко от Мюррея и Кадиса, штат Кентукки. На корабле не было травм, и хотя Delta Mariner не был серьезно поврежден, и груз Atlas и Centaur не пострадал, столкновение разрушило 98-метровый участок моста. По словам представителя FAS Maritime, судно шло по обычному маршруту. Представители береговой охраны США заявляют, что во время столкновения судно шло по рекреационному каналу, а не по судоходному каналу, который обеспечивает больший просвет мостика. Представители FAS заявили, что ходовые огни моста не работали, хотя секретарь кабинета транспорта Кентукки Майк Хэнкок заявил, что это не должно было быть значительным фактором в инциденте, а представитель Кит Тодд сказал, что, по его мнению, большинство огней в то время функционировали. Судно оставалось на якоре у мостика после того, как произошел инцидент, чтобы можно было разработать планы спасения и переместить оборудование на место. Спасательными операциями руководила компания T&T Bissau из Хьюстона при содействии местных и региональных компаний. В течение 4 и 5 февраля водолазы, спасатели работали над удалением обломков, застрявших под водой на корпусе судна Delta Mariner. 6 февраля судно было освобождено от подводных обломков, и береговая охрана одобрила его перемещение в безопасную гавань на 1 милю ниже по реке, чтобы можно было очистить его нос. К 14 февраля обломки моста были расчищены, и судно перебазировалось в сухой док Джеймса морского пехотинца в Падьюке, Кентукки. 17 февраля Американское бюро судоходства разрешило Delta Mariner продолжить свой путь, и 23 февраля он пришвартовался в порту Канаверал, Флорида. В своем расследовании Национальный совет по безопасности на транспорте пришел к выводу, что исключительная зависимость команды на мостике от неправильного навигационного направления контрактного лоцмана, когда судно приближалось к мостику, и их неиспользование всех доступных навигационных инструментов для проверки безопасности курса судна причиной инцидента, отметив, что экипаж мостика проигнорировал 2 передачи береговой охраны и радиовызов с судна Ади Белл. По поводу выключения навигационных огней на мостике. Национальный совет по безопасности на транспорте сослался на неспособность транспортный кабинет Кентукки поддерживать навигационное освещение мостика как на один из факторов. Белые навигационные огни не работали более года, а дополнительные навигационные огни, указывающие на верхнюю точку моста, замкнули за несколько дней до инцидента. По данным транспортного кабинета Кентукки, ремонт моста под руководством Hall Contracting стоил более $7 миллионов.
а затраты, связанные с ремонтом судна Delta Mariner и удалением обломков с его корпуса, оценивались в 2 миллиона 583 тысячи $750. Мост вновь открылся 25 мая 2012 года. В 2017 году ФАС Maritime согласилась выплатить транспортный кабинет Кентукки 3 миллиона 375 тысяч $375 000 США в качестве урегулирования инцидента.